Добрый день, уважаемые коллеги. Я предлагаю начать, если не будет с вашей стороны каких-либо возражений. Меня зовут Вячеслав Туркин, я являюсь руководителем направления интеграции в компании Progress Technologies. Сейчас у нас запланирован доклад менеджера по продуктам компании Aurea Software Томаса Штайнборна. Томас – это специалист, который, можно сказать, начинал с компанией Sonic Software и в течение 10 лет работал над продуктами, которые обеспечивают интеграцию компонентов и систем. То есть фактически, рассказывая о продуктовом составе, продуктовом предложении компании Aurea Software, Томас может отвечать на вопросы практически любого уровня, начиная вопросами развития технологий, видения компании Aurea Software, какими будут эти продукты в будущем, заканчивая глубокими техническими вопросами относительно каждой отдельной технологии. То есть это очень глубокий специалист и технический, и с точки зрения продуктов. И попросим его начать тогда презентацию, и я буду выступать в качестве такого переводчика, транслятора. Спасибо. Томас? Oh, thank you for the introductions. As I said, my name is Tомас Штайнборн. I'll be talking about the Aurea products today. And let me just see this. It's not working here. Just double check this. Just making sure it works. It worked before. All right, let's do it manually. It moved forward, no worries. Just had to change focus. It'll be fine. Just had it defocused. Yes, all right. So I'll be talking about 4 things today, just giving you a brief update about who is Aurea Software and how is the quick history and who is who. And then I will spend most of the time today reviewing the 2013 technology product releases, have a very brief touch on the insurance solutions that we just released yesterday, and then talk about some case studies for each of the customers we have involved in the various products. Сегодня в рамках данной презентации Томас будет рассказывать о том, кто мы такие, что такое компания Aurea Software, для того, чтобы дать небольшое введение дать небольшую информацию о разработчике продуктов, которые сейчас объединены в одно предложение, сделает основной акцент на технологии, на продукты, которые представляет Aurea Software. В частности, от себя добавлю, будет рассказано о том, какие новые возможности у продуктов будут в ближайшее время и какие заложены сейчас, в текущей версии 2013. Очень кратко мы остановимся на обзоре решения, которое вышло буквально вчера. Это решение в области страхования, специализированное решение для страховой отрасли. Томас буквально несколько слов об этом скажет. И мы закончим примерами реальных проектов, которые были реализованы на стороне клиентов. So let's start with an overview of the company. As you may know, Aurea was formed from a divestiture from Progress. We got 4 products from Progress, which is Actional, Data Extender SI, Sonic, and Savion. And if you look at the picture, 2 of those fellows might be familiar to you. So we have Dr. Kitabchi, which was basically the inventor of business process management. And we have Hub Vandervoort, which is our CTO, which is effectively the founder of Sonic. And they joined both the new company, Aurea. And on the left-hand side, we have our CEO, Scott Brighton, and our Chief Marketing Officer, Eric Levine. Both joined from our new owner, Trilogy Enterprises, and they 4 together form the leadership team together with a few other folks
if you're interested, I can introduce you to them, but I'll leave it at that. Как вы, наверное, уже знаете, 4 продукта Sonic, Savian, Data Extend и Actional были переданы компании Progress Software в отдельную компанию, которая называется Aurea Software. И главными управляющими персонами этой компании являются 4 представленных здесь на слайде. 2 из них, которые находятся справа, вы, вероятно, уже знаете. Это известный доктор Мохаммед Кетабчи, это известный идеолог в области BPM. Он приезжал к нам на семинары, посвященные системам управления бизнес-процессами, и выступал со своей презентацией. Он является, что называется, CPO, главным ответственным за развитие продуктов в компании Aurea Software. Наверняка вам знаком хаб Wonderwood. Вот буквально в мае этого года хаб приезжал к нам в Москву для того, чтобы рассказать о новой компании и о том, какие продукты эта компания предоставляет и какие новые возможности были реализованы. Это главный менеджер по технологии. А главный исполнительный менеджер Скотт Брайтон и Эрик Левин занимаются, первый занимается общей координацией деятельности, и второй является менеджером по маркетингу. Здесь также представлены имена и фамилии, их должности других членов команды. Если необходимо, я о каждом из них расскажу, но вот сейчас мы кратко на этом закончим. So one of the things I would like to talk about as well is a little bit how Aurea is doing business. One thing that you need to know about Aurea is that Aurea is a private company, so we don't really need to follow the rhythm of the stock market, and that effectively means that we have the luxury of actually focusing on our existing customer base, right? And this is what is going to come first for us. So we will heavily engage with our customers. I don't spend too much time on our business model because I'm not here for a sales pitch today. Right? Я не хотел бы сейчас очень долго рассказывать о бизнес-модели, и просто специально привожу этот слайд для того, чтобы акцентировать ваше внимание, что компания Aurea не является публичной компанией. То есть что значит публичная компания с точки зрения западной терминологии? Это компания, акции которой не торгуются на биржах. Это означает, что мы, к счастью для нас, не обязаны следовать тенденциям и каким-то модным направлениям определенного рынка, и мы можем концентрироваться на развитии технологий и создать максимальный фокус на имеющейся у нас клиентской базе, для того, чтобы работать именно на их интересы. So as I already alluded to, at the center of our attention is customer success, because we're focusing on our existing customer base. So we start working very closely with each of you individually, either directly or via our partners, Progress Technology, in each of the regions. And with that, we also have a set of products, services, and support that go with it. But again, I'm not going to go into much detail today. И, как я уже, наверное, неявно об этом сказал, следствием такой стратегии является то, что мы сфокусированы на успех каждого нашего конкретного клиента, поэтому мы больше сфокусированы на работе на индивидуальной основе с каждым клиентом. Либо мы это делаем непосредственно, либо делаем через нашего партнера. В конечном счете мы ставим своей целью достижение успеха конкретным своим заказчикам. Кроме того, у нас есть специальные отдельные технологии, отдельные специализированные продукты, с которыми мы выступаем. Но, опять же, я не буду этому уделять много времени, потому что я здесь не для сейлс-презентации. Okay, so let's move to our company strategy. At the foundation of pretty much all our products we're going to have are the existing products that you know, actionable data, the extended I don't think I have to say too much about it. The other pillars that we're just going to build is, just yesterday we released a new product to the market. We'll call it the Aurea Insurance Solutions. I will glimpse on that a little bit later on today as well. We are planning on coming up with further solutions. We are currently working on the Telecom and Media Solution Foundation. And as I said before, we're focusing on our customers. So we actually start onboarding our customer solutions as well and taking them
partly in-house, partly delivering them on premises of the customer. И в основе нашего предложения, вообще нашей стратегии, заложены 4 классических продукта. Это известный Actional, Data Extend Semantic Integrator, Savian и Sony. Мы по-прежнему предоставляем эти продукты, но кроме того, мы работаем над тем, чтобы предоставить своим потенциальным заказчикам продукты в специальных областях. Как я уже говорил, буквально вчера вышел в свет новый продукт, специальный для страховой индустрии. Кроме того, мы планируем работать в направлении телекоммуникационной отрасли и в других областях. Кроме того, мы тесно работаем с нашими заказчиками и допускаем возможность использования их решений и предоставления их решений в рамках нашего предложения. So let's just move to the next section. We will talk a little bit now in detail about what we have actually done in our May releases, which we call the Aurea 2013 releases. The focus of each of these is primarily on Sonic to develop quicker and deploy faster. For Data Extend, the main priority has been on developer productivity and teamwork, facilitating, making that easier. For Actional, given its background in detecting root causes, the focus has been on extracting information from Actional quicker and faster and getting that to you, to the user. And last but not least, we also have Savion, where the focus has again been primarily on productivity for each of the releases, for the developers and the deployment. И сейчас я хотел бы посвятить значительное время рассмотрению тех новых возможностей, которые появились в новом главном релизе продуктов Aurea версии 2013. Я буду рассказывать в основном о Сонике, для того, чтобы показать, какие возможности там появились, которые позволят нам разрабатывать быстрее, разрабатывать проще и быстрее разворачивать свои собственные решения. Рассматривая Data Extend, я расскажу о том, какой фокус был сделан на увеличение эффективности разработчика и на поддержку совместной работы в командах по созданию проектов на основе Data Extend, по созданию модели обмена. Actional — это продукт, который в новой версии имеет более мощные возможности по извлечению данных, которые были накоплены в результате мониторинга, и по представлению этих данных. И, наконец, но от этого заслуги становятся не менее важными, это доработки в продукте Savion в системе управления бизнес-процессами, которые позволяют разработчикам быстрее выводить свои решения в эксплуатацию. So let's start with Sonic as the product that we dive into some details. As I said, we have been focusing on developer and productivity. Today I will just talk about 3 main areas in detail. So we have first focus on deployment productivity, enabling enterprise architects to define business requirements and then letting developers just do 3 clicks and deploy things. We have worked on cloud enablement in terms of making Sonic environments move between environments at ease without configuration changes. And then we have focused on developer productivity, have completely revamped our Sonic Workbench Studio, and everything there is, 2.5 clicks away. И в основном, говоря о повышении эффективности работы разработчика, я хотел бы рассказать о том, какие дополнительные возможности, как повышается эффективность работы бизнес-архитекторов, которые занимаются подготовкой конфигурации для внедрения. Что может сделать бизнес-архитектор для того, чтобы буквально в несколько кликов создать модель для развертывания и передать эту модель непосредственно специалистов, которые занимаются таким развертыванием. Я буду говорить о том, каким образом облегчается работа в тех случаях, когда необходимо обеспечивать перемещение тех или иных программных средств, работающих в операционной деятельности, в режиме эксплуатации. При этом обеспечивать максимальную простоту при минимальной конфигурации решений. И, наконец, я буду рассказывать о
том, каким образом в Sonic Workbench повышается эффективность работы до такой степени, что буквально любую операцию можно сделать максимум с помощью 2 кликов. So let's focus on the first highlight of the release, which has been all about developer productivity. The thinking there has been looking at the typical deployments of customer installations. What we figured is there are really just a standard set of patterns that how you deploy. There are just 2 on the slides, but anybody using Sonica should be familiar with this, right? So you have like directory service, you have a hot cluster configuration, and then you have a bunch of ESB containers. And there are like 3-4 patterns of this. And if you know sort of these requirements that you have, like should it be load balanced, should it be just standalone and all of that, you can pick your pattern, and this is where you start from. The next step really is, in all this deployment, you need then all your deployment requirements just laid out for you. And typically you get that as an input from a business, right? You know what the quality of service is going to be for a business process you need to deploy. So we actually have an editor that pretty much exactly looks like this mock-up on the screen, and you track and drop processes onto this, right? And once you're done with this, the only thing you really need to do is click a button, and it creates you the Sonic deployment model, and actually is a ready-to-go package. The only thing left to do afterwards really would be changing things like a host name or a license key or password if you move to another environment. И если идти по порядку представленных, так скажем, представленных новшеств, представленных областей изменений, то давайте начнем с вопроса облегчения развертывания. Вот когда мы смотрим на наши решения, созданные и работающие в реальной среде, мы в этих решениях часто и, как правило, узнаем те или иные шаблоны применения, те или иные шаблоны развертывания. Все происходит по определенному набору сценариев, по определенной схеме. Например, картинка, показанная слева, наверное, знакома многим, кто работал с Sonic USB. Здесь показаны некие управляющие компоненты, показаны брокеры сообщений, которые могут быть отказоустойчивыми, могут объединяться в кластер, и набор так называемых ESB-компонентов, ESB-контейнеров. Так вот, первая задача, которая ложится на плечи бизнес-архитектора, заключается в том, чтобы определить, какой паттерн он хочет реализовать. Затем он определяет требования с помощью специального графического редактора, зная о том, необходимо ли, например, обеспечить отказоустойчивость, необходимо ли обеспечивать балансировку нагрузки или просто достаточно отдельного брокера. И в зависимости от этих требований, перенося процессы и их артефакты на определенную область, он таким образом присваивает эти процессы данной конкретной области. В результате этой работы формируется модель развертывания, готовая к инсталляции полностью. Я от себя просто добавлю, что модель развертывания подразумевает не просто инсталляцию компонентов или продуктов, она подразумевает инсталляцию, автоматическую инсталляцию полного решения, которое вы создаете. И фактически, что нужно будет сделать в самый последний момент времени, если потребуется переместить решение в новую среду, это изменить, например, лицензионные ключи, изменить имена машин. So as we saw in the opening session today, one of the trends in the industry is basically cloud enablement of your application and infrastructure. Given Sonic is an infrastructure product, right? We had, well, go ahead. И если вы присутствовали на приветственной сессии, на начальном заседании, наверняка вы еще раз обратили внимание на то, что основной тенденцией сегодня в сфере IT является перевод приложений в облако. И принимая во внимание, что Sonic является инфраструктурным решением, который, естественно, ощутит вот все эти требования по переводу в облачные решения, вот мы предлагаем следующее решение. Right. And one of the things that you typically see in a cloud deployment is that components of your Sonic environment move around. In this example, it's the broker.
It might just have moved from an on-premise to a cloud machine or vice versa. It's not limited to that. It could also be used to moving from development to production or to QA. And what we did is we enabled this thorough configuration feature that uses a new client connection URL called SonicIron. It just uses the broker name. It no longer uses any host name. And with that, the broker simply doesn't need to know where it's running. The client doesn't need to know where the broker is. And things are just moving around. Для облачных сред характерно постоянное перемещение тех или иных ресурсов. Но даже это может быть не облачная среда. Это может быть обычный сервер, который находится в вашем ведении, в вашем владении. И новая возможность, которую мы создали, заключается в том, что при перемещении между различными серверами или различными средами мы избавляем разработчика, точнее специалиста по деплойменту, от задачи переконфигурирования компонентов путем отвязки их от имен конкретных машин. С использованием новой возможности не нужно будет в случае брокеров изменять конфигурацию клиентов, не нужно будет абсолютно изменять конфигурацию самих брокеров сообщений. Это достигается за счет того, что клиенты получают на этапе конфигурирования адрес, который не содержит имен машин, а содержит логическое имя, которое однозначно идентифицирует тот или иной брокер. One question. How many of you deploy on Amazon EC2 today? Вопрос заключается в том, кто-либо сегодня занимается тем, что разворачивает приложение с использованием коннектора Amazon EC2 называется, Enterprise Connector, вторая версия. Я думаю, что нет пока еще такого опыта. Unfortunately, no one. Not yet? Not yet. Okay. If you go there, it's going to be amazing because it just even this covers things like public IP addresses, private IP addresses. It's all seamless. But anyway. Хорошо, в любом случае, если вам потребуется это сделать, вы увидите, как это будет впечатляюще, как это будет легко сделать. В Sonic реализована именно интеграция с данным коннектором. Это была вот одна из доработок в продукте. All right. So let's move on to one of the last highlights of Sonic. As I said, we pretty much reworked the entire developer studio, and amongst it looking much better than it used to be, we really focused on only having basically two levels of working. We have an overview page and we have a details page. Мы серьезно переработали среду разработки. Теперь дизайнер выглядит намного лучше. Но главное, на чем мы сосредоточили свое внимание, это на сокращение различных панелей, с которыми приходится работать разработчику. Мы предоставляем теперь одну панель обзора, overview page, и одну панель с детализированной информацией. И больше ничего. And all the things that you typically in the past had to do by clicking and drilling down and making changes, you can now do from the overview page. To give you an example, if you stay in the overview page of the process editor, now we have things like runtime parameters, processing stages, tracking settings. Most of the things you can just simply change from the properties view without even having to leave the page. Например, в предыдущих версиях для того, чтобы выполнять даже простую операцию, например, определить уровень трекинга, нужно было переходить с панели основного процесса, с панели обзора, на дополнительную панель Overview для того, чтобы изменить эти свойства. Сейчас, если мы находимся на панели обзора процесса, мы можем выполнять эту операцию, не уходя с нее. Существует специальный вид, который является контекстно чувствительным, и на этом виде мы можем, не закрывая вкладку Overview, менять многие свойства процесса. Ну, такие, например, как параметры времени исполнения сервисов, как шаги обработки процессов, как
Специализированные ссылки, ярлыки для быстрого перехода были добавлены, ну и уже, как упоминавшийся, трекинг, механизм трекинга процессов. There are many more details that I can talk about in Sonic, but for time reasons, we will do that in breakout sessions or in side conversations. Any questions on Sonic details before moving to the next? Много о чем можно поговорить в области новинок в Сонике. Я просто опускаю все эти подробности для того, чтобы сэкономить время. И если у вас есть вопросы, давайте их обсудим сейчас, и далее мы пойдем к следующему разделу, к следующему продукту. Not yet. Okay. Right, so then let's move to Aurea Data Extend. The main features really have been making any form of flat file, no matter if it's comma separated, any custom or EDI file formats, being first-class citizens in data extend schema and information modeling. We also worked on testing improvements, grouping things and all of that. And last but not least, we also worked on team development, productivity improvements. Здесь мы работали в трех основных областях. Во-первых, мы старались создать инструменты для работы с произвольными форматами данных. То есть не обязательно сейчас, например, использовать формализованный, например, XSD-файл или VSDL-схемы для того, чтобы работать с продуктом. Можно использовать, например, файлы с разделителями, запятыми, для того, чтобы представлять их в единой модели. Кроме того, мы работали над тем, чтобы правильным образом сгруппировать компоненты создаваемого продукта, модели обмена, для того, чтобы все требуемые компоненты находились в одном месте. И последнее, но не менее важное, это улучшение в области групповой работы, в области синхронной работы разработчиков. Это экстенды. So let's just look at flat files, and I will do both pages together. Right? We out of the box now have support for various different flat file formats for the EDI space or standard exchange format models. We support CSV files and any form of custom files. You can read this list, I'm not going to repeat it, but just to give you an example of a custom flat file that you can now use. So take this simple example of a number, a customer name, and then a list of items. It's complex enough in that it's a non-standard text file. How we can use it is in a way you would like to work with it, in a tree notation, in a modeling concept. And then once you port in this custom flat file into Data Extend, you can use all the other features as well as you usually would, right? For testing, as in this example, or for any sort of data modeling, mapping, you name it. Начиная с механизмами работы с плоскими файлами, которые могут быть... Томас, could you move just a couple of slides back? One slide back. Yeah, this one. Мы обеспечиваем поддержку многих форматов плоских файлов, включая тот же самый EDI или файлы, разделенные запятыми. Существует большой список поддерживаемых форматов плоских файлов, о которых мы можем говорить. Да? Но интересно сейчас то, что мы предоставляем возможность аннотировать в инструменте, описывая структуру данного файла. И если показать на конкретном примере, здесь мы видим файл, который содержит, насколько я вижу, двухуровневую структуру, описывающую клиента и имеющую под клиентом несколько позиций. Мы, используя этот файл и правильным образом аннотируя этот файл в инструменте, можем привести его к виду, с которым мы работаем в своей повседневной жизни, создаваем модели обмена. Это вот как раз тот самый вид, где мы видим классические объекты, классические ссылки на объекты, атрибуты объектов. И эта структура уже становится доступной для работы привычными средствами. Right.
Then moving to one of the other features that we introduced for data extends. Before that release, you really just had single tests. And in particular, if you had a large number of tests, you would lose the overview. Now, you can create test suites. You can group and order your tests so that they run in a deterministic order. And you actually can build reports to your management as well, where you just have aggregated results and not 100 results. И еще одна доработка касается тестирования. До версии 2013 в продукте Data Extend существовала возможность за один раз видеть только один тест. Вот я себя добавлю, как это выглядело. Нужно было открыть специальное окно, определить файл, который будет передаваться в виде сообщений, и запустить тест. Сейчас это неудобно, потому что мы не видим всего набора необходимых тестов для данной конкретной задачи, для данного проекта. Сейчас появилась сущность, которая называется Test Suite, то есть группа тестов. Она позволяет, во-первых, группировать тесты в рамках этой группы, да, в рамках этой суиты, и необходимым образом упорядочивать. Кроме того, проведя группу тестов, мы можем видеть результаты, которые будут сгруппированы в соответствии с этими группами тестов. И не выводить в отчет те результаты, в которых мы не заинтересованы. Раньше мы могли вывести только полный список результатов по тесту. The last feature for the data extent that I want to talk about today is our investment into team synchronization features. That particularly helps if more than one developer works on the same data exchange model. The main improvement there is before that release, you really had to do an XML compare and merge. And now in this release, you would be able to use standard model notation. So to show an example, you have a div, you just filter the data extend SI changes. Then you're really going to see just whatever changed, you know, but in a model notation, not in an XML to XML comparison. And last but not least, you can use typical team stuff like if you're merging a conflict, you either accept this or the other side, or you really have to merge. So very traditional version control interactions, but now at the model level and not anymore at the XML level. Групповая синхронизация. Синхронизация работы двух разработчиков, которые сотрудничают в рамках одной модели, то есть производят одновременно операцию над одним объектом. Как это выглядело ранее? Если, например, мы загружали модель в систему управления версиями, то и при этом работали, скажем, разные разработчики в одно и то же время, то фактически мы должны были работать на уровне файлов. Я от себя добавлю, что если, например, разработчики меняли модель, это могло привести к тому, что просто некоторые элементы в XML могли просто иначе занять другой порядок перечисления. От этого становится очень сложно воспринимать те или иные изменения и правильно их сливать. Так вот, эта задача теперь решается на графическом уровне. Мы можем извлечь нужные нам версии из системы управления версиями и выполнять эту операцию графически, а не на уровне текстовых файлов. That's the last of the data extenders I highlights. Any questions here? Вот это все, что мы сделали в Data Extend. Основные такие разработки. Может быть, если вопросы какие-то есть, мы ответим на них сейчас. Если нет, мы тогда продолжим. All right, then let's move to the actional release that we came out also in May. Again, here just 3 highlights of the release. One thing really is all about better visualization for your alerts that you see in your infrastructure, giving you better visibility in heat maps. Another one is really a way to better find and analyze your alerts, specifically looking for typical things like where is my order. And last but not least, a few highlights around central management and RESTful OAuth support. I will go to the details. Right?
В области мониторинга, системы управления, системы контроля транзакций Actional я расскажу о 3 основных разработках. Первая касается способа отображения тревог, который позволяет в одном месте увидеть и приоритет тревоги, и детали, особенности, при которых эта тревога возникла. Второе, над чем мы работали, это представление данных, накопленных о каждой индивидуальной транзакции в системе, которые позволят нам в нужный момент времени определить, каков был этот заказ, каковы были его основные параметры заказа. То, что Томас здесь показал, это диаграмма последовательности, которую Actional строит стандартно, и мы можем таким образом контролировать. И третье, последнее по очередности, но не последнее по значению, это централизованное управление, централизованное конфигурирование продукта из среды сервера управления Actional. So let's just look at the first feature in detail. So what we actually started adding here is giving you a new view for all the alerts, allowing you to drill through them. And this view will actually update as things are happening, so it will auto-populate. And what you will also see is a distribution of all the alerts over the time by the number of alerts you're actually going to have at that particular period of time. So you have a good day visibility of what's actually going to happen. So yeah, we can actually combine this, but talk. Мы добавили специальное представление, в котором группируются все возникающие тревоги. Эта картинка динамическая, она отображается справа и постоянно обновляется. Кроме того, мы добавили специальное поле, на котором отражается граф, столбчатая диаграмма, на которой мы можем видеть столбцы, представляющие время возникновения тревоги и количество этих тревог. На самом деле это достаточно важная доработка, поскольку видеть просто тревоги списком, особенно когда тревог очень много, не очень удобно. А тревог может быть достаточно много, это могут быть сотни, это могут быть тысячи. Поэтому такой инструмент группировки играет здесь очень важную роль, это очень полезная доработка. Continuing sort of on the same slide, there's also another view available. You just see it on the top, right? Where, based over time, you, for instance, can also render things over the service operations that you're actually monitoring, and you now get a heat map of the number of alerts happening on this particular operation, and not just an overview of how much is happening overall. So you have direct business visibility for an operation impacting your business, and you see where the hotspots are. Столбчатая диаграмма – это не единственный способ представления информации о тревогах. Если вы обратили внимание на верхний выпадающий список, мы можем с помощью этого списка менять представление. Например, в частности, получить вот такую, что называется, тепловую карту. На данной карте отображаются на временной шкале те процессы, те направления бизнеса, по которым возникли тревоги. Третье измерение – это размер объекта, демонстрирующего тревогу, который может, в частности, соответствовать количеству возникающих этих тревог. Таким образом, в любой момент времени мы можем видеть, какая линия бизнеса, в какой момент времени и в каком количестве выдавала те или иные тревоги. И вот именно такая группировка очень серьезно облегчает задачу просмотра тревог. Just keep this short. One of the other highlights of the actional release is actually enabling you now to look for alerts, basically react to a customer call saying, I sent you this message using this order number, please find it. So we simply search for any field that you have set up in Actional. You then can choose the details that you're interested in. You see the actual flow map, and in this example, you can see that it got stuck at step number 3. И еще вот одна такая яркая новая черта продукта – это возможность контролировать каждую конкретную транзакцию. Мы доработали инструмент с тем, чтобы
пользователь, использующий систему, мог по уведомлению, по тревоге или по звонку клиента, который, например, называет номер заказа, быстро определить, использовать поле слева, какой заказ нужен, и, увидев поток исполнения данной задачи, указать место, в каком оказалось данное сообщение, и в принципе можно предоставить такие метрики, когда, при каких обстоятельствах, что было причиной этого. Moving then over to centrally defined interceptor configurations. Just imagine the example that you want to make a change at every single client and turn on payload instrumentation, say for JMS. Before, you really had to go to every single machine, make the change, right? And now you don't have to. Now you just go to management server, reconfigure it once, and it will be propagated to all the machines. Если вы использовали Action, или используете его сейчас, то наверняка знаете, что для того, чтобы, например, включить или выключить мониторинг на каждом конкретном узле на машине, необходимо было, используя, например, средства терминального доступа, заходить на эту машину и указывать явным образом, следует ли включить мониторинг или его нужно выключить. Теперь, имея возможность централизованного управления параметрами, мы можем этого не делать. Мы можем непосредственно заходить на центральный сервер управления Actual, определять нужные нам параметры, и эти параметры в виде обновления будут передаваться на нужные нам узлы. And then last, moving over to Actional Intermediary. One of the main features that we added to Actional Intermediary is OAuth support. Now, if you wonder what OAuth support actually is, it is the authorization and credential propagation mechanism behind things like Facebook, Google, LinkedIn. Right? Я должен сказать несколько слов об инструменте Intermediary, который сейчас используется несколько реже у наших текущих заказчиков, чем стандартный классический FlexPoint или точка операционной визуализации. Да? Intermediary — это компонент, который по сути является промежуточным звеном при обмене внешнего приложения и системы, на которой установлен агент Action. То есть такой некий посредник, который может, работая на основе политики, определять параметры вызова и управлять этими вызовами, то есть защищать наши внутренние средства, наши внутренние сервера от нежелательных каких-то воздействий, нежелательных вызовов. Что появилось нового в этой технологии? Эта технология поддерживает так называемый механизм OAuth. Это механизм, который обеспечивает авторизацию и передачу учетной информации между различными серверами. Вы, наверное, сталкивались, пытаясь не регистрироваться, пытаясь зайти на те или иные веб-площадки, в которые вас просили предоставить не ваш регистрационный пароль в данной конкретной системе, а ваши данные, например, которые вы зарегистрировали в Google или в Facebook. Это механизм, который повышает эффективность взаимодействия системы просто за счет того, что не требуется регистрироваться специально в данной конкретной системе. И система вас опознает по тем учетным данным, которые у вас есть уже, например, у других сервисов. You explain a bit more, huh? All right. So, what did we do with this? We basically said all of this is a little bit too complicated to understand the standards and support. Really, the only thing you want to do is take any service that you want, right? RESTful service specifically, and then you take it under management using OAuth. You do that the same way you do with managed services today with intermediary, and with that now you can expose or actually consume other tokens than your own, right? And if you do that, you're rest assured. Could you just explain a bit, because it was... Well, it's effectively saying the OAuth algorithm is a three-step process, right? It's in handshake, and it's complex. So I don't even want to go into the detail because I couldn't even explain it myself. But at the end of the day, what it comes down to is you take a client application, right?
let's say an Aurea application. You want to connect with your Facebook credentials, and you can. Right? This is what it comes down to. Сам процесс OAuth, аутентификации, достаточно сложный. И для того, чтобы для конечного пользователя упростить взаимодействие с самой системой, например, для того, чтобы агент пропускал те или иные взаимодействия, или иные вызовы, мы можем сконфигурировать систему для того, чтобы он пропускал пользователя, зарегистрированного под конкретным определенным аккаунтом. Не обязательно пользователя, который зарегистрирован у нас в нашей системе. So let's move to Savion. The three main highlights for the Savion release really have been around developer productivity. So to go through this, one of the things we really focus on is improve developer productivity, making them write less code, actually no code at all, preferably, and use a graphical tool instead. We introduced a new modeling tool which is completely web-based and collaborative. There's no coding involved at all. Last but not least, we revamped some of the internals, made you more productive in terms of transitioning between pages, removing coding, etc. И, наконец, Savion. Также расскажу о трех основных областях. Прежде всего мы концентрировались на том, чтобы повысить эффективность работы с системой, как с точки зрения разработчика, так и с точки зрения пользователя. Первые два экрана, первые две картины показывают то, что Savion теперь позволяет использовать меньше кода для того, чтобы написать такие вещи, например, как логику взаимодействия компонентов, которые расположены на той или иной форме. Например, при изменении того или иного окна определенное поведение должно быть показано другими такими. Вот многое из того, что требовало кодирования, теперь заменяется графическим инструментом, что не отменяет возможности использовать также кодирование, что может иногда быть более удобным для разработчиков. И таким образом сокращает количество ручных операций. Это особенно важно на этапе, когда мы хотим показать, например, первую версию своим заказчикам, когда мы испытываем какие-то временные ограничения, и нам нужно дать некий результат, который на концептуальном уровне покажет, что система делает. Ну и в разработке окончательный вариант. Такая практика тоже используется. Второе, что мы сделали, это специальный визуальный редактор моделей процессов. О нем мы будем говорить далее. И, наконец, мы усовершенствовали само представление портала управления бизнес-процессами с тем, чтобы повысить удобство выполнения рутинных операций, для того, чтобы сократить количество переходов между различными экранными формами, например. So let's drill down a little bit into some of the enhancements we made to Studio in particular. Similar to what we did to Sonic, the focus was on developer productivity. So for instance, what you see here is each of these Savion projects now have been modularized, have project packets, and then you can just enable particular features of Savion as you go and move that in. We added basically more filtering requests. We added new wizards to add and remove data slots. So generally speaking, we did a lot of work just to improve the experience within the Savion Studio. Остановимся на некоторых новых характеристик Savion, которых мы добились. Ну и в частности, так же, как мы и делали в среде разработки Sonic ESB, в среде Sonic Workbench, мы обеспечивали упорядочение и группировку компонентов, которые используются чаще всего и совместно. Например, проект, все свои артефакты и процессы группирует по определенному принципу. Процессы группируются в одни группы, артефакты группируются в другие группы. Таким образом, пользователь всегда может, раскрывая список, добираться до нужного компонента и при этом не теряя
общего представления проекта. Мы добавили специальные поля, которые позволяют нам, не используя прокрутку списков, да, а используя селекторы и выражения в полях, быстро находить нужный нам объект. Then we also not only changed the studio experience we saw on the other side, but we also worked on the web development and form design experience. And that is the product component called this Solo. So that now has a much enhanced form designer where you just see a glimpse over here, and it gives you now all sort of the capabilities directly as a web-based development tool. And similarly speaking, you now have better hierarchical access to things like all the data slots and data slots values. Primary focus really being there on the non-technical users that really just want to design a screen flow for a web-based application and not a full-fledged BPM system. Много из того, что мы делали непосредственно для разработчиков на студии, мы сделали и для веб-разработчиков, которые пользуются проектами без соло. А смысл наших доработок заключается в том, чтобы не технический пользователь, который заинтересован в быстром создании потоков форм, мог использовать свои интуитивно понятные графические инструменты для того, чтобы такой поток форм быстро организовать. Такой короткий смысл. The enhanced studio, very much as I said before, instead of using traditional JavaScript coding, right, which you still have to do now sometimes, but we basically removed it to, well, only 2% of the time where it really can't cope with it. And if you just compare this, you have like an if statement, you have an if statement above, you have the conditions here. So you can mentally translate the picture, but it's much easier to grab in a graphical fashion. And over and above, and that's actually not on the slide, you can actually take JavaScript functions, build your own catalog of functions, and then make that part of your block diagram, how you execute scripting logic, for instance, in a non-entry action. В конечном счете, после всех этих доработок мы получаем среду, которая обладает так называемым языком графического исполнения, Graphic Execution Language. Он позволяет нам визуально программировать то, что мы бы писали на языке, например, JavaScript. Если мы сопоставим то, что написано, то, что закодировано, и то, что показано на рисунке, то мы увидим здесь и выражение if, и необходимые действия, которые нужно выполнять при выполнении данного условия. Но, кроме того, конечно, иногда нам нужно программировать на JavaScript, и это неизбежно. Мы полностью не добились такого, чтобы JavaScript был полностью замещен. Но, тем не менее, мы можем использовать собственный JavaScript, написать определенные функции, сгруппировав их в определенной библиотеке, и мы можем эти функции вызывать с помощью графических средств. Then the last, actually new part of the Savion product is Savion Process Edge. What this does is it's a complete web-based only to backed by a repository, so multiple users can collaborate on process design. It's completely versionless. You see on the screen, you can move forward and back between the revisions. And the main purpose is it to enable business analysts to actually capture how the business process should be before you're actually going to put it into Savion and let it execute. So specifically, it goes all the way to designing it, then you can export it, and then you can take it to Studio to refine it and complete it. И, наверное, самое такое крупное новшество, самая крупная разработка в рамках этого продукта – это дизайнер Process Edge. Где-то на сервере исполняются компоненты, которые отображают для аналитиков, бизнес-аналитиков, представление модели процесса, над которой в данный момент ведется разработка. Аналитики могут работать одновременно, для этого существует и отслеживать историю изменений, для этого существует специальная полоса сверху переходов. В результате мы получаем тот проект, который уже согласован между различными аналитиками,
и который будет готов к импорту и загрузке в дизайнер для оформления конечного процесса, который будет в дальнейшем уже загружен на сервер для исполнения. Таким образом, бизнес-аналитики, не владея техническими глубокими деталями, могут на своем уровне определять, каким должен быть сам процесс, не имея установленных инструментов у себя на рабочем столе. So that actually concludes the section about the updates we did for the technology products. And given where we are with time, I'll just keep going. We just actually released a new product yesterday called the Aurea Insurance Solution. It consists of 3 components. One is actually built on the Savion technology we just talked about, which is capturing a set of predefined insurance processes. There are examples like I'm bringing on an insurance agent or broker, bring it into my company, or I'm thinking about dispute resolutions for commissions, etc., etc. So it comes with a set of predefined business processes. At the lower end, at the data integration layer, we are leveraging our capabilities of Data Extend SI, and it comes with a set of pre-packaged insurance information model in this very first release. This is going to be the Accord standard, and with integrations to the systems with it. And last but not least, we actually poured in from our parent company, Trilogy Enterprises, a component called Distributor Compensation Management, which is all about how do I calculate the money I get as a sales guy selling you an insurance policy. Этот новый продукт основан на нескольких компонентах. Прежде всего, уже на известном нам продукте Savion Business Process Manager. Используя Savion, мы создали специальные типовые наборы процессов для страховой индустрии. Ну, например, процесс регистрации агентской компании или агента, который будет заниматься распространением наших страховых полисов. Это типовые процессы, реализованные в Savion. Savion работает с использованием, можно сказать, на основе единой модели данных, которая в страховой области применяется как некий стандарт, называется она Accord. Специальная организация занимается поддержкой этой модели. Вот в данном случае эта модель включена, инкорпорирована в состав нашего предложения. И третьим компонентом выступает компонент, который мы получили от нашей родительской компании. Это так называемый Distributor Compensation Management, то есть управление вознаграждением дистрибьюторов. По сути, это специализированный механизм, который определяет по условиям сделки, статусе дистрибьютора, какие комиссии он должен получать за свои услуги. So just diving a little bit into the details of how this is built up. Now that we release it, we come out with a set of pre-created integrations. So NIPA is the US entity for national insurance provider registrations. So everybody who sells a policy needs to be registered with them. We have a company called BIG, which is all about background checks, so they know everything about my history, credit history, where I was born, things like that, and financial background information, all of that. And then you have your typical CRM and finance systems. И Томас говорит о том, что мы готовы к такой интеграции с внешними системами, как, например, здесь. На нижнем уровне мы объединяемся, например, с американским органом регистрации поставщиков страховых услуг. То есть любая компания в США, которая имеет право предоставлять полисы, должна быть зарегистрирована. И вот такой реестр мы используем. Then we go quick on this. We've just seen this. Кроме того, мы можем интегрироваться, например, с системами хранения и управления информацией о клиентах, с неким аналогом бюро кредитных историй, который также есть в Соединенных Штатах, получать от них дополнительную информацию, например, о наших кредитах, о нашем статусе, например, по кредитам, о каких-то наших личных данных, для того, чтобы принимать решения о страховых рисках.
Any questions on the insurance accelerator product? Вопросы, может быть? Right. Now then, let's just look at some customer case studies of how our products are being used so that you get an impression what is actually possible. И для того, чтобы представить масштаб и как решения могут взаимодействовать друг с другом, наши классические технологии, в частности, Actional, Data Extend, несколько примеров их использования у вполне конкретных заказчиков. So today we start with British Airways, one of the largest airlines in the world, amongst other. Sonic specifically is actually used for the flight management. I didn't come with British Airways today, but that's not because I wouldn't. It's more because I didn't have a connection with them. So real-world flights are being pushed back, send sort of the onboarding letter, the departure letter, and all that goes through Sonic. Компания British Airways — это крупнейший авиаперевозчик в мире. Они используют Sonic для того, чтобы управлять информацией о полете. Yeah. So the other component that is used with British Airways is actional intermediary. It's completely used as a gateway for web services and RESTful service protocol mediation, and basically also giving you the visibility into all the traffic that goes through the bus. Другой компонент, который они используют, это посредник Actional. Это как раз тот самый компонент, который выступает неким таким прокси между клиентом и обслуживающей системой для того, чтобы управлять транзакциями типа REST. Let's just move to the next customer. Belgacom, as an example from the telecom industry. Belgacom is pretty much the only telco provider in Belgium. They have grown naturally, came out of a state company and then grow via acquisitions. For them, it's all about actually building a SOA backbone and providing all the benefits that I just listed here. Belgacom — это, наверное, единственный телекоммуникационный оператор в Бельгии, который вышел в свое время из государственной организации. И для них Sonic играет роль некого такого информационного бэкбона, который они используют для построения сервисной архитектуры, сервисной инфраструктуры. Belgacom right now has both Actional and Sonic in production. Right? They have 13 million messages a day going through the systems and being monitored at the same time. У них в эксплуатации используются два продукта Actional и Sonic. Ежедневно проходит через эту инфраструктуру 13 миллионов документов. И при этом мониторинг Actional всегда включен, то есть весь этот трафик находится под контролем в любой момент времени. Do they have broker-enabled monitoring for Actional? Do they enable? Yeah, I know. I need to remember if they have. Do they have? I don't think they have. I think they have instrumented the entire ESB, and they also using intermediary. So intermediary and ESB, but I don't think they have MQ. Не уверен, да, у них используется мониторинг для ESB полностью, и кроме того они используют интермедиари для того, чтобы контролировать все входящие и исходящие запросы внутрь и наружу. Okay. Last sentence about Belgacom. They are just starting to adopt data extent. They have built their own Belgacom enterprise information model. And they will use it for anything to do with data integration, both to their business support systems as well as to their operational support systems. Сейчас в данной компании идет проект по внедрению инструмента Data Extend SI. Они разработали свою собственную корпоративную модель данных.
и они будут использовать Data Extend для того, чтобы обеспечивать взаимодействие между своими BSS-системами и OSS-системой. Let's move to JP Morgan. JP Morgan is a Sonic-only customer. They are using us for their risk assessment platform. Sonic is connecting basically their portfolio management and calculation application and connecting it to the traders' desks, to the individual traders' desk, as well as to the supervisor desk, which has to know sort of about the overall risk that his group of traders are having. JP Morgan — это клиент по технологии Sonic, и они используют Sonic для того, чтобы предоставлять информацию о рисках. С одной стороны, они имеют систему управления рисками, которая позволяет их вычислять. С другой стороны, они имеют рабочее место трейдера. Таким образом, трейдер получает всю необходимую ему информацию от системы управления рисками через интеграционную шину Sonic. And the last one for today is a glance at retail industry. I picked Kaufland for today. Their challenge really is that in the retail market, they really need to constantly update price updates and make sure they have enough stock in the market. So what we're seeing is like you have Kaufland and there are many, many other providers, specifically in Germany, that are changing prices daily, right? Mm-hmm. And this is a new challenge for the retail industry, which was really 10 years ago maybe weekly, 3 years ago daily, but now it's like 4 or 5 times a day where they actually have to adjust prices. Kaufland — это розничная сеть, на самом деле одна из крупнейших розничных сетей в Германии. Для чего они используют Sonic? Они используют Sonic для двух основных задач. Первая задача заключается в том, чтобы своевременно обновлять информацию о ценах в каталогах. Это на самом деле задача, которая приобретает все большую актуальность в связи с тем, что цены меняются постоянно. И при этом необходимо менять цены гибко, возможно, не одинаково в различных регионах и в различных странах. Вторая задача — это гарантия наличия минимальных остатков в магазинах, с тем, чтобы не было ситуации, когда того или иного товара просто не существует на прилавках. Вот Sonic — это сервисная шина, которая позволяет объединить различные магазины этой сети с тем, чтобы держать информацию о ценах и контролировать остатки. Okay. And the way Sonic really is used is it's connecting pretty much all of headquarters with each other. So it's connecting like Jabers instances with a portal to the SAP systems, to the logistics systems and all of that. And obviously it's connecting out to each of the stores as well, pushing the price updates and then getting back sort of all the back orders. Right? Ну, я уже отчасти об этом сказал, забегая вперед, наверное. А Sonic используется для того, чтобы из центрального офиса соединяться с различными механизмами, магазинами, обеспечивать интеграцию этих магазинов с системой SAP планирования, да, которая позволяет обеспечивать обновление цен и давать так называемые обратные заказы из магазинов в центральный офис. That actually concludes our review for today. So we actually in time. We have about 5 more minutes for questions. На этом мы заканчиваем наш такой очень беглый обзор технологий и клиентов. Мы уложились по времени, и, возможно, если у вас есть вопросы, мы готовы их обсудить. Добрый день, спасибо, Яна. Отдел интеграции 24. Спасибо за презентацию, было интересно. У меня вопрос по поводу новой версии Action, отслеживания транзакций. Скажите, это возможно только если ключевой захват цел сообщений, полный захват цел, или в каком-то другом случае это тоже можно? This is Vasilieva Yana. She's from VTB24, our big and respectful customer. They're heavily using Actional on top of Sonic MQ and Sonic ESB, and she's particularly interested in the feature that allows to control every single transaction
You showed the sequence diagram of Right. different calls, and the question is, does this feature work if, do you have to enable payload capture on actional agents to see this sequence of calls? And which kind of information do we have to provide to get this visibility? Right. So in terms of how to configure it, the sequence diagrams were introduced in 9.0, so in the previous release actually before that. The only thing you really need to do is you need to capture the flow, but you don't need payload capture. If you do want to use the transaction lookup feature, then it's working against the fields that you have defined in the dimensions. So you have them. If they are not working against the content, and for instance, you don't need XPath expressions, you don't need it, right? If you might just have captured headers, that might be enough. But it depends. It needs fields, right? Ну, суть ответа заключается в том, что, во-первых, нужна функция transaction lookup, должна быть включена. Может быть, мы сможем добыть информацию дополнительно, как использовать эту функцию. Да? Во-вторых, не обязательно использовать контроль тела сообщения, потому что эта функция основывается на использовании полей сообщения. Если эти поля, например, не относят нас к содержимому этого сообщения, то функция payload capture не нужна. В противном случае ее нужно включать. Можно, то есть, из этого проекта? Да. Да. Должны ли иметь, вернее, вот это отображение транзакций было заявлено, что работает только если агенты имеют полное подключение непосредственно к базе данных, которые пишут экшен. Если агенты работают по GMS данных, можем мы наблюдать транзакции? As it was announced, you can see this transaction lookup feature in the sequence diagram, just in case when agents connect directly to database. Can we use this feature if agents interact with a central database over a GMS connection? I don't think there's a limitation on that. I believe, I would have to confirm, but I believe the data is just used from the database. But even if you push the events using JMS, they end up in the central database. So sequence diagrams, or actually any other data, is just looking at the database. Only things like, say, policy evaluation is actually happening at the agent. So it doesn't matter if you push directly via JDBC or if you just push it JMS. So it works either way, really. I need to confirm, but that's what I think. Томас говорит о том, что ему это нужно проверить дополнительно, но он очень сомневается в том, что существует такое ограничение на непосредственное подключение агента к базе данных. Да? Насколько он знает, достаточно, чтобы эта информация была в центральной базе данных, и по этой информации уже можно будет получить всю диаграмму. Ну, Да, это общая информация. Мы обсуждали просто, почему я отвечаю так заранее, мы обсуждали этот вопрос предварительно перед презентацией, Томаш ответил, что да. So the extra question was about if the information from agent will be passed on to the central management server if GMS connection is used instead of direct JDBC connection. So I answered positively because we already discussed that question. Yes, maybe. That's true. Расскажите про условия распространения обновления экшена до последней версии. Есть ли какие-то ограничения на версию Соника? And you can sit down. Nobody needs to stand up. This is again from Butabank. All right. His question was about policies of distributing actional updates, upgrading actional new versions, and particularly if there are any limitations on the version of Sonic ESB. We would like to control. Is it a compatibility question? No, it's a policy question, regulations questions. Do we have to upgrade our Sonic ESB, for example, from version 7.6 to Sonic 2013 to have actional 2013 I see. in production? Yeah. No, is the short answer. You don't have to upgrade. We don't have a whiteboard, do we? So let's just see. Loosely speaking,
what you need to have to happen is that if you upgrade the management server to 2013, then you also need to upgrade the agents to 2013. But the interceptors can talk to a new agent, right? So 7.6 Sonic embeds actional 8.2.5 something, right? It can still talk to the agent 2013, and then it will push things. You will not be able to use newer features, of course, right? Like central interceptor configuration and stuff like that. But you can upgrade actional independent of Sonic. That's possible. Если у вас есть версия Sonic, например, 7.6, вы можете, что нужно для этого? Вам необходимо будет не только установить Action 2013, необходимо будет еще и обновить агентов до версии 2013. Но при этом те интерцепторы, которые работают непосредственно с Sonic, они будут взаимодействовать с агентом. Встроенные сейчас интерцепторы поддерживают версию Action 8.2.5, если я не ошибаюсь. Но тем не менее они будут работать с новой версией, конечно же, не обеспечивая выполнение новых функциональностей, да, новой заявленной функциональности. Но, тем не менее, совместимость будет обеспечена. По поводу условий обновления, то есть оно как бы можно запросить и установить Action. What do we need to do to get evaluation license? Any technical limitations or any administrative limitations? Well, it's simple. I mean, I assume you work with POCUS technology primarily, but generally speaking, it's just a request for an evaluation license, and it takes a day to process. Это новая лицензия, безусловно, необходимо на первом этапе запросить оценку, да, и если это устраивает, произвести переход с существующей версии Action на новую версию. Sonic это никак не касается. Правильно ли я понимаю, что если мы сейчас находимся уже в рамках техподдержки продукта Action, то чтобы нам получить новую версию Action 2013, нам нужно перезаключить договор с сопровождением? This is Nikolai from Sportsmaster. This is a big sports inventory and wear retail chain. And the question is if we need to upgrade from Actional 9, I think, 9 версия, да? From Actional 9 to the latest version of Actional. And we have current maintenance, active maintenance. Do we have to sign a new contract to upgrade for a new version, or we can just simply upgrade to the latest version under current maintenance? I see. Do you have to sign a new contract? No. Aurea, are you a customer of POCUS Technology or a customer of Aurea? POCUS Technologies. Mileage varies. I mean, you have the contract with POCUS Technology, so their rules will apply, right? But generally speaking, what we do is we generally want our customers to be on Aurea paper, not on POCUS paper. We are still friends, right? But we are different business entities. So just for clarity's sake, we prefer to be on Aurea paper, right? But we will honor POCUS contracts. Во-первых, значение имеет то, как вы обращаетесь непосредственно к компании Aurea или через дистрибьютора. Вот если через дистрибьютора, это обсуждается непосредственно с дистрибьютором. Но общая практика при общении с прямыми клиентами в Aurea заключается в том, что Aurea стремится для того, чтобы упорядочить договорные отношения,
заключать новые контракты с текущими клиентами, с тем, чтобы переводить их в новый статус, статус своих клиентов. По-прежнему существуют хорошие взаимоотношения с компанией Progress Software, но это все же отдельный бизнес, и поэтому такие процедуры мы не проводим. Но опять же, все, что касается взаимодействия дистрибьютора и конечного пользователя, находится в их области, согласуются с нами. Да, надо обсуждать. Yeah. So unfortunately, we need to close. Your Aurea is already coming in and saying stop. All right. So thank you everybody for your attention. And if there are any further questions, just find me and we will get it answered. На этом мы вынуждены закончить. У нас очень исчерпанный лимит по времени, поэтому если какие-то вопросы к Томасу возникнут, вы в любой момент времени просто пообщайтесь с ним, он доступен сегодня в течение всего дня, можно неформально обсудить все вопросы. Спасибо.